Сегодня турецкий шоу-бизнес подготовил нам целый букет событий. Красивые возвращения, неожиданные фразы и слухи, которые вспыхнули в одну секунду, и также быстро получили опровержение. В общем, материала сегодня хватает. Поговорим об Афре Сарачоглу. Судя по всему, она решила не торопиться с новым проектом и просто взять паузу. Разберемся в истории вокруг Мерта Рамазана Демира и Хилал Еликчи. Фанаты уже вовсю строили теории, но потом в этой истории неожиданно появилось совсем другое имя. Посмотрим, как Керем Бюрсин продолжает уверенно держаться на международной сцене. А Ханде Ерчел снова отправляется в Париж, туда, где каждый образ разбирают буквально по деталям. Но будут и еще более хорошие новости. День рождения Синай Мунсал, романтика Дилин Догер и Атакана Аская, новый сезон клюквенного щербета, возвращение Неслихана Тагюль, интересные перемены в жизни Джемре Байсел и новый испаноязычный проект Джана Ямана, который уже успел всех заинтриговать. Как всегда, говорю честно и по делу. Где есть подтверждение, скажу прямо. Где пока только слухи или закулисные сообщения, обязательно обозначу это отдельно. Устраивайтесь поудобнее, друзья. Мы начинаем. И начнем мы сегодняшний выпуск, конечно же, с теплой новости. Вчера свой день рождения отмечала Синай Мунсал, актриса, которую многие зрители полюбили за мягкость, женственность и очень живую настоящую игру. Интересно, что поздравления в адрес Синэм звучали не только от поклонников, но и от коллег по тем сериалам, которые уже давно завершились. И знаете, в этом есть кое-что особенно трогательное, потому что съемки заканчиваются, декорации разбирают, герои остаются только на экране, но человеческие отношения между актерами, если они были настоящими, продолжают жить своим путем. Для зрителей старшего поколения это особенно ясно. Мы ведь часто запоминаем не только сам сериал, но и атмосферу вокруг него. Пары, дружба актеров, разговоры после финала, надежды на новую встречу любимых героев. И когда спустя годы коллеги все равно поздравляют друг друга, это словно маленькое напоминание, что за красивой экранной историей всегда стояли и будут стоять живые настоящие люди. Синай Мунсал в последние годы стала для многих не просто молодой актрисой, а лицом нового поколения турецких сериалов. Она умеет играть без лишнего шума, взглядом, паузой, тихой болью, внутренним достоинством. И именно поэтому зрители так внимательно следят не только за ее новыми проектами, но и за простыми человеческими моментами. Пожелаем Синэм здоровья, новых сильных ролей и таких проектов, где ее талант будет раскрыт по-настоящему красиво. А теперь переходим к новости, которая уже вызвала гораздо больше вопросов, потому что речь идет об Афре Сарачоглу и о проекте, от которого она, как сообщается, решила отказаться. Ну а вы подписывайтесь на канал. Мы продолжаем. Афра Сарачоглу снова оказалась в центре обсуждений. Но на этот раз речь не о громком романе, не о красной дорожке и не о скандальном появлении, а о тишине, которую актриса, кажется, сама для себя выбирает. По сообщениям турецкой прессы, на данный момент Афра не приняла ни одного предложения о новом проекте. Более того, ее имя связывали с историческим сериалом «Любовь и трон», где партнером актрисы должен быть стать Акын Акынözü. Говорили, что Афре предлагали главную женскую роль. Но, как сообщается, она не вошла в проект, и в итоге роль досталась Симай Барлас. И вот здесь начинается кое-что интересное. Ведь для актрисы уровня Афры Сарачоглу пауза – это не просто отпуск, это всегда сигнал. Зрители сразу задаются вопросом: она что, устала? Она ждет более сильный сценарий? Или после такого насыщенного периода в карьере решила сначала восстановиться, а уже потом выбирать следующий шаг? Афра за последние годы прошла через огромную волну внимания. Ее обсуждали как актрису, как женщину, как героиню светской хроники. Любое ее появление вызывало десятки комментариев.
Но возможно именно поэтому сейчас ей и нужен отдых. Отдых от этой бурной внимательности. И иногда артисту важно не просто подписать новый контракт, а понять, какую историю он хочет рассказать зрителю дальше. Для поклонников, конечно, это немного тревожно и грустно. Всем хочется скорее увидеть Афру в новой роли, особенно если рядом должен был появиться такой партнер, как Акын Акинозу. Их потенциальный дуэт мог бы стать одной из самых обсуждаемых пар сезона. Но отказ или пауза не всегда означает потерю, иногда это наоборот. Подготовка к чему-то более точному и сильному, возможно, к тому, о чем мы еще с вами не знаем. Важно понимать, что пока официального большого объявления от самой Афры нет, поэтому говорить мы будем осторожны. На сегодняшний день картина выглядит так. Актриса, по сообщениям прессы, хочет провести отпуск, отдохнуть и не торопиться с выбором. А роль в «Любовь и трон», которую связывали с ее именем, теперь досталась Симай Барлас. И тут уже вопрос к зрителям. Как вы думаете, правильно делает Афра, что не спешит с данной ролью? Или такой проект с Акын Акинозу мог стать для нее очень сильным возвращением на экран? Ну а теперь история, которую особенно важно разобрать спокойно, потому что вокруг имени Мерта Рамазана Демира снова поднялась какая-то настоящая волна слухов. Ранее в турецком медийном пространстве появились разговоры о том, что Мерт якобы может встречаться с Хилал Елекчи, участницей группы «Манифест». И все началось с намеков, обсуждений и фанатских догадок. Как это часто бывает, прямого подтверждения никто не дает, но зрители и подписчики быстро начали сопоставлять детали. Кто с кем был замечен, кто кому поставил отметку, кто похож на описание. Имя Мерта Рамазана Демира в таких историях всплывает особенно быстро. После огромной популярности Зимородка поклонники следят за каждым его шагом. Для многих он все еще остается не просто актером, а героем большой эмоциональной истории, которую зрители переживали неделями и даже месяцами. Поэтому любой намек на новую личную главу сразу становится темой для обсуждения. Но в этой истории, как оказалось, все может быть совсем не так, как решили поклонники. Блог Ягмур опроверг слухи о романе Мерта и Хилал, заявив, что бойфренд девушки – это не Мерт Рамазан Демир, а другой человек – Агах Уз. И вот здесь нужно поставить важную точку. На сегодняшний день нет подтверждения, что Мерт встречается с Хилал Елекчи. Скорее мы видим классическую ситуацию турецкого шоу-бизнеса. Один намек, несколько совпадений, активные фанаты, и слух уже живет своей собственной жизнью. А потом и появляются всякие опровержения. И история разворачивается совершенно в другую сторону. Поэтому нужно не строить догадок, а поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Но почему этот слух так быстро стал таким громким? Потому что вокруг Мерта давно сохраняется очень особое внимание. После Зимородка зрители не просто следят за его карьерой, они пытаются понять, что происходит в его личной жизни, кого он выбирает, с кем появляется, кому улыбается, о ком молчит. И иногда это внимание бывает даже очень слишком сильным. Но справедливо будет сказать так. Мерту снова приписали роман, однако эта версия была быстро поставлена под сомнение. По новой информации имя Хилал связывают не с Мертом, а с Агахом Узом. Поэтому в этом выпуске мы не будем выдавать слух за факт, мы лишь фиксируем, как быстро одна фраза может превратиться в большую обсуждаемую историю. И все же вопрос остается интересным. Почему зрители так хотят видеть Мерта в новой романтической истории? Возможно, потому что экранный образ актера был настолько сильным, что поклонникам до сих пор трудно отделить его от личной жизни. Ну а следующая новость переносит нас в Милан, где Керем Бюрсин снова оказался в центре международного внимания. Керем появился на эксклюзивном ужине Монт Бланк в Милане, где по сообщению сидел рядом с такими известными гостями, как Даниэль Брюль и Стелла Максвелл.
Ну а затем актер стал одним из приглашенных гостей на показе мужской коллекции Dolce Gabbana «Весна-лето 2027» в рамках недели мужской моды в Милане. Эта коллекция получила очень красивое настроение под названием «Сицилийские каникулы». Уже само название звучит как обещание жаркого солнца, морского воздуха, легкости и итальянской роскоши. И появление Керема на таком событии, конечно, не осталось незамеченным. Для турецкого актера это не просто модный выход, это еще один шаг в сторону международной узнаваемости. Когда актер появляется рядом с мировыми звездами, когда его фотографируют на мероприятиях такого уровня, это работает не только на его личный имидж, но и на восприятие турецкой индустрии в целом. Особенно активно обсуждали встречу Керема с итальянским актером Микеле Мороне. Два ярких, харизматичных мужчины, каждый со своей аудиторией, каждый со своей экранной энергией. Конечно, такие кадры поклонники не могли оставить без внимания. Ну а вы напишите в комментариях, кто, по вашему мнению, актер с международным признанием: Керем Бюрсин или Микеле Мороне? Керем Бюрсин давно умеет держаться на международных событиях уверенно. В нем есть та легкость, которая нравится публике. Он не выглядит потерянным среди мировых гостей, но и не старается любой ценой притянуть внимание. Он просто присутствует. Спокойно, стильно и заметно. Для русскоязычной аудитории, которая помнит Керема прежде всего по сериалам и романтическим историям, такие новости очень интересные. Мы видим, что любимые турецкие актеры выходят за пределы привычных съемочных площадок. Они становятся частью большой мировой сцены, модной, светской, международной. Ну, а тут возникает вопрос, что же нам ждать дальше? Новый проект? Международную роль? Или Керем пока просто укрепляет свой статус человека, которого ждут не только в Турции, но и далеко за ее пределами? Ну а теперь Ирем Хелваджиоглу. Эта новость на первый взгляд кажется очень легкой и даже шуточной, но в ней есть очень жизненная интонация. На днях Ирем посетила праздничное мероприятие, и журналисты задали ей вопрос о чем обычно сплетничают две женщины, когда собираются вместе. Вопрос, надо сказать, немного провокационный, но актриса ответила с улыбкой и без лишнего раздражения. Ирем сказала, что они, как и все люди, также могут это делать, а потом добавил интересную фразу: «Люди, которые утверждают, будто никогда не сплетничают, вызывают у нее подозрения». В этом ответе есть не злость, а скорее честность. Ведь давайте признаем, все люди обсуждают жизнь. Кто-то делает это мягко, кто-то резко, кто-то из любопытства, а кто-то потому что переживает. Но Ирем сразу уточнил важный момент. Они чаще говорят не о посторонних людях, а о своих собственных внутренних проблемах. Ну а мы с вами давайте спустимся в комментарии и обсудим новости, которые были сегодня в выпуске. И это еще не все. Досмотрите до конца, ведь там будет самое интересное. Ну а пока вернемся к Ирем. Это та часть, которая особенно важна, потому что за красивыми платьями, мероприятиями и улыбками у каждого человека есть своя усталость, свои тревоги, свои переживания. Ирем в последнее время тоже прошла непростой период. В прессе обсуждали ее развод с Уралом Каспаром. А сейчас сообщается, что актриса собирается отправиться в отпуск вместе со своей дочерью Сорой. Для многих женщин эта история может быть очень понятной. После сложного личного периода хочется негромких заявлений о тишины. Не объяснять всем, кто прав, кто виноват, а просто взять ребенка, уехать, выдохнуть и снова почувствовать себя живой. Ирем в этой новости выглядит не как звезда, которая старается казаться идеальной, а как обычная женщина, у которой есть чувство юмора, усталость и желание защитить свое личное пространство. Возможно, именно поэтому зрители ее так тепло и воспринимают. В ней есть не только красота, но и человеческая прямота. Пожелаем ей спокойного отдыха, здоровья дочери и новых сил. А дальше у нас Париж, ювелирный блеск, мировые имена и, конечно же, Ханде Эрчел, чей новый выход уже обсуждают еще до самого мероприятия.
Ханда Эрчел снова в Париже. И эта новость звучит почти как начало красивого фильма. По сообщениям турецкой прессы, актриса 23 июня примет участие в важном международном мероприятии от лица известного ювелирного бренда. Речь идет о событии, где соберутся представители бренда и знаменитости из разных стран. Ну а уже с 24 июня в Palais de Tokyo откроется масштабная выставка Помелата, посвященная истории и высокому ювелирному искусству бренда. Для Ханде это не просто поездка, а статус. Ее снова называют представительницей Турции на международной сцене. И пресса уже обсуждает, какой образ она выберет для Парижа. А мы с вами хорошо знаем, когда Ханде появляется на красной дорожке или на светском мероприятии, ее платье, украшения, макияж и даже прическа сразу становятся отдельной темой. Сообщается, что на мероприятии могут быть такие мировые знаменитости, как Карла Бруни, Катрин Денев, Филиппин Леруа Болье, Бенедетта Поркароли, Керри Вашингтон, Изабелла Феррари и Ян Цзи. Только представьте этот уровень гостей. И среди них турецкая актриса, которую когда-то многие зрители впервые полюбили в романтических сериалах. Путь Ханды Эрчел за последние годы очень изменился. Она уже не только героиня телевизионных историй, она стала лицом брендов, участницей международных событий, фигурой, за которой следят не только поклонники сериалов, но и модная пресса. Конечно, вокруг Ханды всегда много обсуждений. Одни восхищаются ее внешностью и стилем, другие спорят о ее актерских работах, третьи ждут от нее большого нового проекта. И сейчас, по данным турецких СМИ, в ближайшие месяцы актриса также может принять участие в новом кинопроекте. Пока подробности лучше не выдавать за окончательный факт, но сама перспектива уже интригует. Эта новость еще интересна тем, что она показывает, как турецкие актрисы все чаще становятся частью мировой культурной и модной повестки. Их приглашают, их фотографируют, их обсуждают, и Ханда в этом смысле одна из самых заметных фигур. Будем следить, каким окажется ее парижский образ. Потому что иногда один выход на международном вечере обсуждают не меньше, чем целый сезон сериала. Ну а вы подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск об этом событии. И, конечно же, о других тоже. После Парижа и Милана перенесемся в Сакарию, на гоночную трассу, где Кыванч Татлытук неожиданно оказался участником очень яркого и даже немного опасного момента. Кыванч встретился с 7-летним Зайном Сафуоглу, сыном известной спортивной семьи, и сел рядом с ним в квадроцикл. Мальчик оказался за рулем и продемонстрировал трюк. Проехал на 2 колесах вместе с актером. Видео быстро разлетелось по социальным сетям и набрало миллионы просмотров. И неудивительно, потому что в кадре было все, что люди, зрители любят. Красивый актер, маленький смелый водитель, неожиданная ситуация и живая реакция без сценария. Самое забавное, что Кыванч, несмотря на внешнее спокойствие, шутливо просил о пощаде. И именно это понравилось поклонникам особенно сильно. Ведь мы привыкли видеть его на экране сильным, уверенным, почти непоколебимым. А здесь он оказался в ситуации, где главный герой не он, а маленький Зайн, который спокойно управляет машиной так, что взрослому человеку остается только улыбаться и надеяться, что все закончится благополучно. Эта новость по-своему живая и интересная. Кыванч Татлытук давно воспринимается зрителем как один из самых харизматичных мужчин турецкого экрана. А такие моменты показывают его не как недосягаемую звезду, а как человека с хорошим чувством юмора, который может посмеяться и над собой в том числе. Поклонники, конечно же, отметили его спокойствие, улыбку и ту самую ауру, о которой часто пишут в комментариях. Даже в экстремальной ситуации Кыванч остается Кыванчем, внешне собранным, благородным, с легкой иронией. И все же надо признать, главный смельчак этого видео – маленький Зайн.
7 лет так уверенно управлять техникой – это действительно впечатляет. А Каванч подарил этому моменту ту самую звездную улыбку, из которой ролик стал еще более обсуждаемым. Ну а вы, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Следующая новость наверняка порадует многих поклонников Неслихан Атагюль. Как сообщается, актриса готовится вернуться на экраны. По информации закулисных источников, актриса заключила договор с компанией Аю Епим и должна появиться в новом амбициозном телевизионном проекте. Пока подробностей мало, но уже сам факт возможного возвращения Неслихан стал для зрителей большой радостной темой. Неслихан Атагюль – это та актриса особенного типа. У нее не просто красивая внешность, а очень сильная драматическая энергия. Она умеет играть боль, любовь, внутренний конфликт так, что зритель верит не словам, а взгляду. Именно поэтому ее пауза для многих ощущалась заметна. Когда такая актриса надолго исчезает с экранов, публика не забывает ее. Наоборот, ожидание только растет. О Неслихан Атагюль на нашем канале есть полноценный выпуск. Не забудьте посмотреть его, если вы еще не видели. Подсказка в правом верхнем углу видео. И теперь, если информация подтвердится полностью, нас может ждать действительно громкое возвращение, особенно если речь идет об Ай-Епим, компании, которая умеет делать проекты с сильной атмосферой, крупными актерскими именами и драмой, способной удерживать зрителя неделями. Пока не будем придумывать сюжеты партнеров, которых официально не назвали, но можно сказать одно: возвращение Неслихан на телевидении – это новость, которая уже сама по себе создает ожидание нового сезона. Для русскоязычных зрителей Неслихан давно остается любимой актрисой. Ее роли вспоминают не только из-за красоты пары или громкого сюжета, а из-за ощущения настоящей женской судьбы. В ее героинях часто есть уязвимость, гордость и способность любить до самого конца. Именно то, что так ценят поклонники турецких сериалов. Если новый проект действительно окажется амбициозным, то Неслихан может вернуться не просто с очередной ролью, а с историей, которую будут обсуждать весь сезон. И вот за этой новостью точно стоит внимательно последить. Ну а вы подписывайтесь на канал, чтобы узнать в первых рядах, какой новый проект будет ждать Неслихан Атагюль. И досмотрите этот выпуск до конца, ведь в конце я расскажу про Джана Ямана и его новый сериал. Ну а теперь новость для всех, кто следит за клюквенным щербетом. Сериал готовится к новому сезону, и изменения в актерском составе уже начали обсуждать очень активно. После ухода Али Узунтаган персонаж Сонмес больше не появится в истории. Для зрителей это заметная потеря, потому что такие персонажи в семейных драмах держат не только сюжет, но и особую атмосферу. Сонмес была частью мира сериала, частью его привычного дыхания. И иногда такие герои уходят, зритель всегда чувствует пустоту. Но авторы уже готовят новое лицо. В сериал входит Лачин Джейлан, которая сыграет Деврим, тетю Кывылджим. И вот это появление может многое изменить. В турецких сериалах тетя, мать, свекровь или старшая родственница – это никогда не просто дополнительный персонаж. Часто именно такие женщины становятся источником самых острых разговоров, семейных секретов и неожиданных решений. Они могут прийти вроде бы спокойно, с улыбкой, а потом одним взглядом перевернуть весь дом. Деврим обещает добавить интриг в историю семьи Арслан. И это очень важный момент. Клюквенный щербет любит именно за столкновение характеров, традиций, взглядов и семейных правил. Там каждая новая фигура может нарушить равновесие, а значит зрителей ждет новая волна конфликтов. Сообщается, что съемки 5-го сезона должны стартовать 20 августа, то есть команда уже готовится к возвращению, а поклонники могут начинать строить версии, как объяснят отсутствие Сонмес, какой будет Деврим и примет ли ее семья, а также с кем у нее сразу в сериале «Клюквенный щербет» возникнет напряжение. Лачин Джейлан актриса с опытом и сильной сценической школой, поэтому от ее появления можно ждать не просто проходной роли,
а характера. Если сценаристы правильно используют этот образ, то новый сезон может получить очень интересную женскую линию. Так что поклонникам клюквенного щербета скучать точно не придется. Уход одного персонажа всегда болезненен, но приход нового сильного лица может открыть совсем другую главу. Джемри Басил тем временем удивила поклонников новым образом. Актриса появилась с афро-косичками, и ее внешний вид сразу стал темой обсуждения в социальных сетях. Сама Джемри объяснила, что вдохновилась такой прической во время путешествия по Испании. И здесь, конечно, все выглядит очень по-летнему. Отдых, смена настроения, желание попробовать что-то новое. После напряженного сезона многим актрисам хочется не просто уехать в отпуск, а буквально выйти из привычного образа. Но у этой перемены есть и другая сторона. Джемри также говорила о медицинской операции, подробности которой она раскрывать не стала. И такая прическа, как отмечается, оказалась для нее удобной в период восстановления. Здесь очень важно соблюдать границы. Если актриса не хочет рассказывать подробности, значит зрителям и прессе не стоит пытаться додумывать за нее. Можно переживать, можно желать здоровья, но не нужно превращать личную медицинскую тему в повод для сплетен. Новый образ Джемри разделил поклонников. Одни восхищаются смелостью, другие скучают по ее прежней нежности и более привычному стилю. Но, как часто бывает, резкая смена внешности говорит не только о моде. Иногда женщина меняет прическу тогда, когда хочет внутренне обновиться, почувствовать контроль над своей жизнью, начать новый этап. Джемри Басил всегда воспринималась как актриса с легкостью, молодостью и романтическим очарованием. Но сейчас зрители увидели ее другой, более свободной, смелой, немного неожиданной. И, возможно, именно это ей сейчас и нужно. Пожелаем Джемри здоровья и спокойного восстановления, а ее новый образ, нравится он кому-то или нет, уже сделал свое дело. Поклонники снова говорят о ней, обсуждают ее стиль и ждут, с каким настроением она вернется к работе. Ну а теперь немного романтики. Дилин Догер и Атакан Аская продолжают радовать поклонников теплыми кадрами. Во время отдыха на острове Минорка пара поделилась нежным моментом в социальных сетях и обменялась трогательными признаниями. Для поклонников, которые следят за их отношениями, это стало еще одним подтверждением. Между ними действительно есть особая близость. Не только красивая картинка для прессы. История актеров, чьи отношения выросли на фоне общего проекта или рядом с ним, всегда особенно интересны зрителям. Потому что люди сначала видят экранную химию, потом начинают замечать взгляды вне кадра, потом обсуждают общие появления, и когда пара уже не скрывает теплые чувства, поклонники воспринимают это почти как продолжение любимого сериала. Дивин и Атакан выглядят очень гармонично. В их публикации нет излишней демонстративности, нет желания любой ценой шокировать. Скорее, это спокойная молодая романтика, море, отдых, признания, улыбки и ощущения, что люди просто счастливы рядом друг с другом. Конечно, любые отношения в мире знаменитостей находятся под очень пристальным вниманием. Каждая подпись, фото, каждый намек сразу обсуждение в сети. Но пока эта история выглядит светлой и приятной. Для зрителей такие новости тоже важны. После слухов о расставании, скандалов и напряженных закулисных историй хочется увидеть что-то простое и доброе. Два человека вместе, красивый остров, летнее настроение и слова любви. Пусть у этой пары все складывается спокойно, а мы будем следить, станет ли их роман одной из самых красивых историй нового сезона. Новый сезон готовит зрителям еще один любопытный проект – сериал «У нас свадьба». И здесь уже есть имена, которые сами по себе привлекают внимание. Бугра Гюсой и Эда Эдже. Сообщается, что съемки начнутся в августе, и поклонники уже ждут будущую романтическую историю. Эда Эдже сама говорила, что снова станет партнершей Бугры Гюсоя. И для многих зрителей это, конечно же, приятная новость.
Бугра Гюрсой актер с очень мягкой интеллигентной харизмой. В нем есть спокойствие, зрелость, внутренняя надежность. А Эда Эдже, наоборот, часто приносит в кадр живость, иронию, темперамент, умение держать внимание зрителя даже в самой простой сцене. Такой дуэт может получиться очень интересным. Само название «У нас свадьба» уже обещает семейную комедию или романтическую историю с большим количеством родственников, недоразумений, разговоров, обид и примирений. А мы знаем, турецкие сериалы умеют превращать свадьбу не просто в праздник, а в целую бурю событий. Для аудитории, которая любит семейные линии, этот проект может стать одним из самых приятных ожиданий сезона. Потому что свадьба в турецком сериале – это всегда больше, чем два человека. Это родители, бывшие тайны, старые обиды, спор о традициях, разговоры за столом, слезы и смех. Пока рано говорить, каким будет сюжет, но сочетание Бугр Гюрсой и Эды Эдже уже звучит многообещающе. Один может дать истории глубину и теплоту, другая – энергию и искру. Если сценарий окажется удачным, то сериал «У нас свадьба» может стать тем самым проектом, который зрители будут смотреть не ради скандалов, а ради настроения, любви и красивой актерской пары. Ну а теперь поговорим о Демет Оздемир. Ее имя снова связывают с новым масштабным проектом, с создательницей шляп, который готовит О3 Media. По сообщениям турецкой прессы, проект снова находится в работе, а Демет Оздемир рассматривается как одна из главных фигур этой истории. В некоторых публикациях говорится, что актриса согласилась на проект, но здесь все же лучше быть осторожными. Официальные детали еще важно дождаться. Почему эта новость интересная? Потому что создательница шляп звучит не как обычная современная романтическая история, а как проект с атмосферой, эпохой и сильной женской судьбой. По описаниям в центре может быть женщина, которая через перемены времени и общества пытается переписать свою жизнь. Для Демет Оздемир такой проект мог бы стать очень важным шагом. Зрители привыкли видеть ее в романтических, драматических и эмоциональных ролях. Но масштабная история с женским характером, преодолением и красивой визуальной эпохой может раскрыть ее по-новому. Демет давно находится в числе актрис, за которыми публика следит особенно внимательно. У нее есть большая фанатская база, и каждое сообщение о новом проекте сразу вызывает обсуждение. Кто будет партнером, какой канал покажет сериал, будет ли это драма или более вдохновляющая история. Пока важно не забегать вперед. На данный момент можно сказать так. Проект создательницы шляп снова обсуждается. Его связывают с О3 Media, и имя Демет Оздемир звучит среди главных новостей вокруг этой работы. Если участие актрисы подтвердится окончательно, это может быть стать одним из самых заметных проектов нового сезона. Для зрителей, которые любят сильные женские истории, эта новость заслуживает отдельного внимания. Потому что именно такие проекты, не самые шумные на старте, потом становятся теми, о которых говорят долго. Ну и завершаем мы наш выпуск новостью о Джане Ямане. Опубликован постер сериала «Лабиринт бабочек», в котором актер исполняет главную роль. Проект был снят на испанском языке, и это еще один важный шаг на международной карьере Джана Ямана. Для Джана Ямана зарубежная аудитория давно стала не просто дополнением к турецкой популярности, а отдельной большой частью его пути. Его знают в Италии, Испании, страны Латинской Америки. И каждый новый проект за пределами Турции вызывает огромное внимание. «Лабиринт бабочек» уже по названию звучит загадочно. В нем есть ощущение тайны, опасности и красивой метафоры. Бабочка – это хрупкость, превращение и новая жизнь. А лабиринт – это путь, из которого трудно выбраться. Если соединить эти два образа, можно ожидать историю не только о внешних событиях, но и о внутреннем испытании героя. По описаниям проекта речь идет об испаноязычной истории с элементами романтики, напряжения и, возможно, шпионской интриги. Для Джаны это интересный формат.
она выходит за пределы привычного романтического образа и снова пробует себя в международной роли. Поклонники, конечно, уже обсуждают постер, взгляд, стиль, атмосферу, то, как актер выглядит в новом образе. Для Джана визуальная подача всегда имела большое значение. Его проекты часто начинают обсуждать еще до выхода, по первым кадрам, афишам и коротким промо. И здесь важно отметить, турецкие актеры все активнее работают не только для внутреннего рынка. Афра выбирает паузу, Ханде выходит на международные ювелирные события, Керем появляется в Милане, Джан снимается на испанском языке. Турецкая индустрия меняется, и любимые звезды становятся частью гораздо более широкой сцены. Ну а на этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Напишите в комментариях, какая новость удивила вас больше всего. Пауза Афры Сарачоглу, слухи вокруг Мерта Рамазана Демира, парижский выход Ханде Эрчел, возвращение Неслихан Атагюль или новый проект Джана Ямана, или эксклюзивный ужин Керема Бюрсина. Если вы любите турецкие сериалы, закулисные истории и новости любимых актеров, обязательно подписывайтесь на канал «Любовь и мечты». Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и делитесь своим мнением в комментариях. Мне очень интересно читать ваши мысли, потому что именно вы лучше чувствуете эти истории сердцем. Только давайте без негатива и оскорблений, потому что за оскорбления будут выписываться баны. Мы хотим собрать на своем канале очень дружелюбное, доброе комьюнити, без лишней агрессии, желчи и всего прочего. До встречи в новом выпуске.